Карты Таро, обладающие глубоким потенциалом для самопознания и психологического анализа, могут использоваться в контексте теории ролей для понимания различных аспектов личности и межличностных взаимодействий. Теория ролей, разработанная в середине XX века такими учеными, как Талкот Парсонс и Эрвин Гофман, утверждает, что каждый человек играет множество ролей в своей жизни, каждая из которых влияет на его поведение и восприятие. В Таро каждая карта может соответствовать определенной роли, помогая выявить и понять эти аспекты. Использование Таро в проективной психологии заключается в том, что карты действуют как зеркало для подсознания, отражая неосознаваемые мысли и чувства. Как утверждают сторонники этого подхода, Таро предоставляет возможность говорить с внутренним «я», помогая раскрыть скрытые аспекты личности и понять глубинные мотивы. Стивен Кэмпбелл, профессор психологии, указывает, что Таро может стимулировать интуицию и способствовать лучшему самопониманию. София Уиллис-Конгер в своей диссертации «Таро и глубинная психология. Ресурс для исцеления» пишет, что карты Таро способны утолить жажду понимания и подсветить все важные аспекты внутриличностных конфликтов. В этом контексте Таро действует как медиатор, облегчая доступ к подсознательным слоям психики, что особенно полезно в работе с эмоциональными блоками и травмами. Проективная функция Таро основывается на представлении, что выбор карты и ее интерпретация могут выявить то, что скрыто от логического анализа. По словам Карла Юнга, символы и архетипы, которые встречаются в Таро, являются живыми переживаниями, отделенными от сознания. Такой подход позволяет личности установить новые связи между сознательным и бессознательным, способствуя глубинной психологической интеграции и предлагая уникальную возможность для самоанализа и развития личностных навыков. Таро, подобно визуальной карте сознания, символически охватывает все аспекты жизненного опыта, включая повседневный мир и глубокие экзистенциальные вопросы. Учитывая, что изначально карты Таро использовались только для карточных игр, на их примере мы можем видеть эволюцию человеческого мировосприятия, которая превратила игральные карты в превосходный проективный инструмент для работы с бессознательным. Важной составляющей работы с Таро является теория ролей. Каждый человек в своей жизни исполняет множество ролей, и каждая из них может ассоциирована с определенными картами Таро. Например, роль лидер ассоциируется с картой император, символизирует власть, структуру и лидерство. Роль учитель ассоциируется с картой иерофант, представляет знания, традиции и наставничество. Роль ученик ассоциируется всеми пажами, олицетворяет обучение, исследование и любопытство. Роль защитник ассоциируется с картой рыцарь мечей, воплощает энергию, решимость и защиту. Роль советник ассоциируется с картой Верховная Жрица, символизирует интуицию, мудрость и тайные знания. Роль любовник ассоциируется с картой Семи мечей, олицетворяет креативность, соблазнение и тайные цели или тайные отношения. Впрочем, роль любовника ассоциируется не только с этой картой, как и всякие другие роли, перечисленные мной. Роль друг ассоциируется с картой шестерка кубков, представляет дружбу, ностальгию и поддержку. Роль родитель ассоциируется с картами императрица, королева или король пентаклей, символизирует заботу, плодородие и стабильность. Роль творец ассоциируется с картой маг, олицетворяет креативность, действие и волю. Роль мудрец ассоциируется с картой отшельник, представляет внутреннее путешествие, одиночество и мудрость. Теория поля, разработанная в гештальт-терапии, и квантовая физика предлагают интересные перспективы на то, как работают предсказания и взаимодействие с Таро. Теория поля утверждает, что все существующее взаимосвязано и находится в постоянном взаимодействии. В этом контексте каждая карта Таро представляет собой часть этого поля и может отразить текущие внутренние и внешние процессы человека. Как говорил физик Дэвид Бом, все существует в неразрывном взаимосвязанном поле. Карты Таро помогают визуализировать эти связи и понять, как они влияют на нашу жизнь. Сказания с помощью Таро работают через механизм бессознательного, который связывает символы карт с внутренними состояниями и процессами человека. Как говорил Юнг, символы являются языком бессознательного. В этом контексте выбор карт не случайен, а отражает глубокие внутренние процессы.
Проекция бессознательного на символы карт позволяет человеку осознать скрытые мысли и чувства, что способствует лучшему самопониманию и принятию решений. Действуя как визуальные и символические маркеры, помогают создать между сознательным и бессознательным. Этот процесс способствует не только личному росту, но и более осмысленному восприятию реальности. Современные исследования в области нейронаук подтверждают, что работа с визуальными символами активирует различные области мозга, включая те, которые отвечают за эмоциональную обработку и когнитивное осмысление. Таким образом, карты Таро могут стать эффективным инструментом для глубокой психологической работы и самопознания. Таро предлагает уникальную возможность для самоисследования и психологического анализа, которая может быть полезной как для новичков, так и для опытных практиков. Обучение использованию Таро не требует специальных предварительных знаний и доступно людям всех возрастов. Курсы для новичков обычно охватывают основы символики карт, методы расклада и техники интерпретации, предоставляя учащимся комплексные знания и навыки для начала их пути в мир Таро. Мы приглашаем вас на наши курсы по Таро, где вы сможете изучить, как использовать этот инструмент для улучшения своей жизни. Мы расскажем, как применять Таро в повседневной жизни для достижения глубокого понимания ваших мыслей, чувств и поведения. Вы обретете не только новые знания, но и разовьете навыки самоанализа, навыки коммуникации и прогнозирования. Все это поможет вам находить общий язык с собой и окружающим миром. Напишите нам в Telegram, нажав на ссылку в описании к видео, и начните свое путешествие в удивительный мир Таро. Погрузитесь в увлекательное исследование вашего внутреннего мира и узнайте, как использовать многогранный культурологический феномен Таро как мощный инструмент для улучшения своей жизни. А теперь подведем итоги. Все озвученное ранее приводит нас к гипотезе о том, что сам человек может влиять на формирование своего идеального будущего через работу с Таро. Когда человек сознательно использует карты Таро для осознания своих текущих состояний и желаемых результатов, он фактически участвует в процессе создания своей реальности. Выбор карт, интерпретация их значений и принятие соответствующих решений – все это помогает человеку направлять свою жизнь в желаемое русло. Как говорил Юнг, то, к чему мы обращаем свое внимание, становится нашей реальностью. Таким образом, осознанное и целенаправленное использование Таро может стать мощным инструментом для формирования желаемого будущего, где человек активно участвует в создании своей реальности, опираясь на глубокое понимание своих внутренних процессов и внешних обстоятельств. Механизм, который запускается при использовании Таро для формирования желаемого будущего, включает несколько ключевых этапов. Во-первых, процесс начинается с активации воображения и подсознания, когда человек сосредоточенно выбирает карты. Этот акт выбора не случайен. Он направляется интуицией и внутренними переживаниями, которые часто скрыты от сознательного восприятия. Карты Таро действуют как символические маркеры, пробуждающие ассоциации и эмоциональные реакции, которые помогают выявить глубинные мысли и чувства. После выбора карт следует этап интерпретации их значений. В этот момент человек проецирует на карты свои внутренние состояния и ожидания. Символы на картах служат своего рода зеркалом для подсознания, отражая внутренние конфликты, желания и страхи. Эта проекция позволяет человеку осознать свои скрытые мотивы и установки, которые могут препятствовать достижению желаемых целей. Юнг подчеркивал важность осознания этих бессознательных факторов, говоря: «Пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой». Интерпретация карт Таро ведет к осознанному принятию решений. Когда человек понимает, какие аспекты его жизни требуют внимания и изменения, он может более целенаправленно направлять свои действия. Это создает эффект усиления, когда каждое последующее действие подкрепляется осознанностью и целенаправленностью. Например, если карты указывают на необходимость улучшения межличностных отношений, человек может начать работать над улучшением коммуникационных навыков или решением конфликтов. Важным аспектом этого процесса является то, что изменения происходят как на уровне сознания, так и на уровне бессознательного.
Осознание своих внутренних процессов и их символическое выражение через карты Таро способствует интеграции различных частей личности. Это приводит к большей внутренней согласованности и гармонии, что в свою очередь отражается во внешней реальности человека. Как утверждает квантовая физика, наблюдатель влияет на наблюдаемое. Когда человек меняет свое восприятие и действия, меняется и его реальность. Этот механизм также объясняет, почему использование Таро может привести к значительным изменениям в жизни. Человек начинает видеть новые возможности и пути, которые ранее были скрыты или не осознавались. В результате появляются новые решения и стратегии для достижения целей. Например, карты могут подсказать новый карьерный путь или способ улучшения финансового состояния, который человек ранее не рассматривал. Кроме того, регулярное использование Таро помогает развить навыки саморефлексии и самонаблюдения. Человек учится распознавать повторяющиеся темы и модели в своих картах и жизни, что является ключевым моментом в психологическом росте. Этот процесс становится основой для более осмысленного и сознательного выбора в повседневной жизни, обогащая жизненный опыт и углубляя понимание себя, своих желаний и мотивов. Таким образом, работа с Таро не только помогает осознать текущие состояния и направлять действия, но и способствует глубоким внутренним изменениям, которые отражаются в улучшении качества жизни и достижении желаемого будущего.